Примерно год назад я уже снимала видео про то, что у меня творится в комнате, и про своих зверюшек. Тут люди просили еще раз, но у меня с тех пор завелось много всего интересного. Вот пока есть время, я, пожалуй, покажу. И есть хорошее освещение. Это тоже немаловажно, так как у меня вот второй этаж и восточная сторона. Солнышко у меня только утром, и постоянно полумрак такой. В принципе, меня это устраивает. Вот. Но снимать сложно. То есть с кирпичом все в порядке, ребята. Вот он лежит. Вот это вот дети практически. Тут ключ гаечный отсюда переехал на стенку. У него появилась пара. Я их тоже покажу. Так, ну это Мурлок. Я вот тут обнаружила, вспомнила, что он у меня тоже год назад появился. То есть он 28 августа на меня упал с дерева котенком. И с тех пор он с нами. И еще по фотографиям я поняла, что он был упорот уже тогда и застрессирован, он мне таким и достался. Вот. То есть, да, вот стрессированный кот, стрессующая кота-сова. Да, Морлок? Ну, ящерка моя выросла. Да, она там с кирпичами так и живет. То есть год назад она была вот такой вот. Теперь она вот такая вот. Жрет порошок. Это все на чудо-порошке. И на капусте. О. Нет, это была не капуста, это был кусочек шкурки с ее хвоста. Так, там что-то едят, Мурлок. Ты будешь капусту? То есть, вот это вот все, что я снимаю кота там у ящерки, это не постановочно, он к ней сам залезает. Сегодня у нее в меню капуста, Мурлок. Ну зачем ты свет выключил? Саранчу она уже всю съела, тебе не достанется. Или ты нашел что-то? В общем, ящерка кота любит. Кот выгоняет ей из-под коряшки тараканов и всякое другое вкусное, она ловит. То есть у них симбиоз, а еще она делится с ним порошком. О, нашел саранчу. Да, вот, в общем-то, так вот это и происходит. Да, правда, Мурлок, конечно, хотел сам ее съесть, но не надо было отпускать. Ну, за ними можно долго наблюдать. В общем, ящерица называется агама, бородатая. То есть бородатая агама. По-английски bearded dragon. То есть бородатый дракон. Вот. В общем, Мурлок у нас отец драконов. В этом террариуме меня вот буквально на прошлой неделе я переселила маленьких детей гигантских веслоногов. То есть в этих баночках у меня дети рогаточек сидят. Ну, рогаточки это такие жабы-лягушки. Вот они растут там потихоньку. А куда попрятались веслоноги, я не знаю. А, вот под листиком одна сидит. Где-то они еще, наверное... А, вон там. Вон там вот прилепилась одна. Конечно, нелепо выглядят такие маленькие лягушечки в таком большом террариуме. В общем, это те самые, то есть дети той самой вот лягушечки, которая брала в рот палец. А вот здесь у меня сидит паучок. Я даже сейчас ее попробую. То есть здесь мне дали гусеницу олеандрового бражника. Он у меня благополучно она окуклилась. Там маленькие паучатки, которые у меня медленно растут. А здесь маленький кивсячок, которого я завела случайно. Ну, он вообще ребенок. Он обычно везде где-то прячется, не знаю. Вот, лежит в кулечке тут такой. Вот он спит. Ну, я его никогда не вижу, там кормлю его и все. В общем, сидит, не пищит. Мой паучок, Фуфелька. Да, я ее уже когда-то показывала. Это Лосиодора пархибана, по идее. То есть она у меня 17 лет, то есть в 2001 или... Нет, где-то в 2000 году я ее где-то завела. Она была размером где-то со спичную головку. И мне сказали, что это Лосиодора пархибана. На самом деле это может быть кто угодно, так как на пархибану она не очень-то похожа. То есть они обычно коричневенькие. Может, гибрид какой, может, еще что. Ну, тогда это было не проверить. В общем, это, похоже, мой самый старый зверь вообще. То есть, ну, 17 лет все-таки
Это во мне бабочка-однодневка. Вот. У меня тогда была большая коллекция пауков, которые вот постепенно за это время все сдохли или я кому-то раздала. И, в общем, у меня остался один. Так, вот здесь рогаток я отсюда переселила. У меня здесь живет зеленая жаба. Ну, обычная зеленая жаба, которая у нас водится. Она прикольная. То есть она там сидит, вот, она умеет что-то говорить. Ну, сейчас она спит уже. Они ночью тусят. Да. Вот. Вот она возмущается и просит положить ее обратно. А здесь еще есть одна зеленая жабонька маленькая, которую я поймала, нашла у нас в женском туалете на работе. То есть это очень загадочное явление. Я каждый год в женском туалете нахожу по одной жабоньке. А вон там сидит чернорубцовая жабонька. Вот ее попа. Она очень скромная и редко выходит и боится. Но эта зеленая, она вообще пытается не выходить. Нет, я ее видела несколько дней назад, она живая. Здесь это мои водоносики. В общем, то самое, что когда-то вот у кого в пузике же шевелилась эта гусеница. То есть им тоже год. И сейчас вот этот товарищ где-то кило 300 весит. Вот этот грамм 800. И у него изо рта торчат ноженьки другой лягушеньки. Это обычная травяная лягушка. Я ее нашла в деревне. Она была травмирована. То есть, ну, она бы не выжила в природе. Я, в общем, забрала ее на корм вот для них. Я не знаю, что он ее дальше не глотает. То есть, вот. Да, они едят лягушек, они едят мышей, они едят крыс. В общем, все, что в рот влезет. А здесь у меня вот та рогатонька, которая в прошлом году, то есть ей тоже год. Она здесь сидит отдельно, потому что сейчас проходит лечение от гельминтов. У нее обнаружили глистов, и сейчас мы ее тихонечко глистогоним. Там посидит еще пару месяцев, ей удобно. Мурлык, ты так и не хочешь оттуда выходить? Ну, в общем, они счастливы. Ну, здесь вот сочевальня. Это чучундрий. Он все еще фунициклирует. Да, вот. Чунечка, это фотоаппарат, ой, телефон, ты чего? В общем, он слепенький вот на один глазик, у него правый глаз, то есть его правый, для нас левый, он слепой. Вот там видно бельмо, но он уже очень-очень старенький, ему там 14 лет, вот. Вот, они столько не живут. Ну, в такой клетке нельзя сычей сов содержать, но поскольку у него была сломана ключица, сейчас из-за возраста вот эти все старые травмы, там и черепно-мозговая, они дают о себе знать, ему просто больно летать. Поэтому ему уютно в маленьком помещении, где полумрак, чтобы не нагружать глаза. Вот у него здесь еда, вода, он очень любит купаться. Ну и выпускать его бесполезно, потому что если он вылезет, он будет сидеть на одном месте и, в общем, стараться не шевелиться, так как ему больно шевелиться. В общем, вот. Ну, с этим уже ничего не сделаешь, он как бы доживает свой век, то есть он уже пережил свой век, и сейчас вот просто вот аномальная сова такая сидит. Здесь витатусы, это такие геккончики, мне их отдают вылупляющихся из яиц, потому что их родители съедают, а девать их некуда, и вот они разных возрастов тут сидят, и у меня растут потихоньку. Вот. Что я буду с ними делать, когда вырастут, не знаю, потому что если это самцы, они будут драться, но если самки, их можно держать вместе. А кивсяки у меня живут здесь, большие вот те, да, но они сейчас все в норах, то есть они накопали себе нор и сидят там. Может, я потом досниму и покажу их. У меня их два сейчас, самка и самец. В общем, они так мило обнимались, что, возможно, даже спаривались. Может, у них что-то будет. Вот. Сычевальня. Ни одного сыча не видно. Гнуси, выходите. Это, конечно, странно, что я сама с собой разговариваю, поэтому они удивились и спрятались. Ну, потом посмотреть можно. В общем, сычевальня отличная получилась. Все работает. О, кот вышел от ящерки, надо ее закрыть. Ящерка ест капусту. Вот. А грязные стекла у террариумов, это не потому, что я ленивая. Ну, на самом деле, ленивая, конечно. Я их когда помыла очень хорошо, чисто, и у меня очень переклинивало постоянно. Мне казалось, что стекол нет.
То есть я постоянно стукалась в эти пространства чистые. Вот, и сейчас я не мою именно, чтобы не было повторения, потому что я очень нервничаю, поворачиваешься, такой террариум открыт. Это вообще страшно. Вот. Ну и гнуси тоже считали, что террариумы открыты, и втыкались в них, в общем, пытаясь залететь в гости к кому-нибудь. А гаечные ключи живут здесь. Вот. 2 ключа. Один на 55, другой на 50. Соответственно, другой конец у одного на 50, у другого на 45. Им там хорошо, они там живут. Так. Ну и на кухне у меня там эти иоблифарчики. Сейчас я их там покажу. В общем, все иоблифарчики теперь у меня живут вот здесь. Они у меня расплодились. То есть вот это спит папа. Он там хвост от мамы. Вот она там сидит. А вот это вот их ребенок. Я их тоже только недавно вместе посадила и вот посмотрела, они вроде не конфликтуют. То есть их можно держать группой одного самца и несколько самок. А выяснилось, что ребенок тоже самка, вот примерно через 3 месяца после рождения. Поэтому они все были посажены вместе, и самец, в общем-то, не возражает и никого не кусает, не прогоняет, ничего. Вот они, вот так вот сейчас они днем спят, греются, а так они ночные животные, то есть в сумерки начинают активничать. Моего геметиконикса я пока из того большого террариума переселила сюда. Я жду, когда наш друг Андрей таки довезет купленный мной террариум. В смысле, он мне его купил, он должен его привезти. Но его очень сложно, видимо, привезти. Так, значит, кто-то тут в камере в этой. Да, вон он там сидит. Сейчас мы его откроем. В общем-то, это влажная камера. Обычно у всех иоблифарчиков и геметикониксов такая должна стоять. Они любят там сидеть, отмокать. Жаль, что у меня не 3 руки. Было бы очень полезно. Вот он. Вот. Приедет террариум, переселит. Ну, вот такой же, вот как вот у них. Он переедет туда. А сейчас, ну, ему хорошо. Вот он потолстел, подобрел. И надо ему самочку найти. То он бедный сидит. Ну, хотя он не страдает от того, что он один сидит. Он вообще не конфликтный. Вот. Ну и здесь вот еще один паучочек, которого мне тоже практически насильно отдали. Вот это. Вот, с белыми коленочками. И темно, не видно. Вот как-то так. Ну, в общем-то, нет. Это еще не все. Вспомнила, у меня там еще что-то сидит. В общем, пытаюсь развести растения, но в основном все выживают те, кто сидит в террариумах, так как мурлок все это жрет. А вот посадила перец, ну, он случайно вырос там. В общем, перец он пока не жрет. Но вот от этих он уже отожрал эти кончики, они теперь не растут. Вот. А я люблю растения, но вот не судьба, видимо. Мурлок меня преследует. Пока я хожу по комнате. К нам залетели мухи, вот эти осенние. И котик их ловит, да, Мурк? Полезный кот в хозяйстве, в общем. Вот я дождалась, пока вылезет кивсяк гигантский. Вылез самец. Самка почему-то уже сутки не вылезает. Она сидит там в норах. И я подозреваю, что, может быть, она там кладет яйца. Хотя я не представляю, как это происходит. Самец отличается, вот очень интересно, вот здесь вот у него примерно 7 пары ножек нет. То есть вот там видно черненькие такие штучки. Это там половые органы, которые вот ножки заменяют. То есть и этим местом они спариваются. Надеюсь, мне не придется ради вот этого вот порнографии ставить 18+. Все-таки биология, она такая биология. Но именно так самцы отличаются от самок. То есть у самок здесь, ну, растут нормальные ноги, и, в общем, все нормально.
И самка вот покрупнее самца, во всяком случае у меня, а так я не знаю, как в природе. Вот, и в последнее время самец постоянно к самке там приставал, обнимал ее, трогал ножками, и, в общем, вполне возможно, что они спарились. Хотя я этого не видела. Вот в длину он вот такой, тут что-то он не хочет фокусироваться. Вот так вот, да. Он хочет погулять, пойти. Ну, сейчас я его попробую достать еще. Правда, не очень удобно. Крышечку как бы надо зафиксировать, чтобы она не упала. Вот. Он, конечно, будет переживать. Я их редко в руки беру. Да, он не захотел. Сейчас он начнет еще какаться. То есть, ну, самочка покрупнее самца я купила потом. То есть где-то через недельку после самочки, решив, что, в общем, 2 лучше, чем 1. Тем более, что в продаже они у нас появляются редко. И, ну, так сказать, мечта детства. Сейчас он решит погулять. Вот он сейчас запах йодом. Это у них отпугивающе такое. А вообще они привыкают к запаху человека, к запаху хозяина, узнают его. И если часто брать в руки, они бояться не будут. Ну, я их вот как выселила вот сюда, вот в этот террариум. Вот первый раз с тех пор беру в руки. Это уже месяц назад, что ли. Вот. Не хочу их тревожить. У них там корм я кидаю. То есть они исключительно травоядные. О, он меня испачкал йодом. То есть это не совсем синильная кислота, но тоже достаточно едкая штука. Если в глаз попадет, будет неприятно щипать. Но, то есть цель этой жидкости не убить, а напугать врага, чтобы он перестал есть эту многоножку. И, в общем, ну, достаточно просто помыть руки. Они будут йодом пахнуть какое-то время. Вот. Ну, он по сравнению с самочкой, он покороче и потоньше. Самочка где-то там в норках шляется. Ощущение, когда он ползет, довольно-таки интересное. То есть это не неприятно, это достаточно странно. То есть это примерно как зубной щеткой провести вот по коже, вот этой щетинками зубной щетки, только они же последовательно передвигаются. В общем, ну, на ощупь примерно так. Надо его пускать. Пусть идет. Вот. Давай. Не хочет отпускаться, потому что думает, что я его уронить пытаюсь. Теперь он крепко держит меня ногами. Кто тут еще висит? Муха какая-то. Ладно, сейчас я его второй рукой отцеплю и закрою все. Вот здесь вот в ванной у меня сидят маленькие водоносы, которых я вырастила из головастичков. И сейчас я думаю, куда бы их сплавить, потому что они мне, в общем-то, не нужны. То есть я их пристраиваю. Просто некуда сажать. Там как бы к большим не посадишь, большие их сожрут, а сажать какой-то отдельный террариум, у меня просто места нет, террариумов нет. Вот они едят гусениц таких, ну, как когда-то те у меня. Вот, ну, помимо гусениц, насекомых разных, в общем-то, вот из них вырастут такие килограммовые дуры, как там. Вот так. В общем-то, это все зверюшки, которые у меня на данный момент есть. Ну, вот эти временно, то есть мне было просто интересно их вырастить. Ой, кого-то гусеница за попу укусила. Кого-то сейчас еще укусит. Да, неприятно. В общем, вот так вот. Пока, значит, все. В общем, большинство зверюшек у меня заведено совершенно не запланировано. То есть мне их так это... Типа, а хочешь вот это, а тебе это надо. И, в общем, бери, и все, и не спорь. И вот они мне так завелись. Ну, или спрашивают, а ты хочешь? Я, конечно, хочу. Ну и вот так. Думаю, что это на этом все не остановится, но место оно, конечно, резиновое. Я стараюсь не брать тех, кого я не могу устроить и за кем не могу ухаживать. Вот. Ну, потом что-нибудь еще покажу.